настроение, ты же знаешь мой бзик. Я на кухне шкафы завязала. Хотя мы хотели, 2 года хотели, да? У нас есть один очень умный человек, грамотный, то есть целый пруд, а всего одно дерево. Вот эти скалы, да, они высотой 25 метров. И отнести в машине. Ехали в городок, называется Абам. Да, он же на... И рядом с ним на... Кровати. Прекрасное утро. Мы все так же находимся в Ивакуни. Доброе утро. Сегодня второй день, как мы выехали из дома. Вчера после обеда был страшный дождь, и мы ехали практически, я не знаю, километров 300 под проливным дождем. Это было, конечно, что-то с чем-то, но, слава богу, дороги хорошие. Вот, и как я уже говорил вчера, нам повезло, мы нашли в Airbnb вот такое место. Сейчас у меня как раз оно за спиной, такая небольшая гостиница. Вот она находится в районе Ивакуни. Это от побережья мы забрались, наверное, километров 20 вверх в горы. Здесь красивейшие места. Вот сейчас у меня за спиной речка, и там поднимается... Вот там, вот, и вот там поднимается, там, блин, никак не могу попасть, вот там поднимается туман, там очень красивый мост, мы по дороге назад попробуем это все снять. Достаточно холодно, неожиданно, но вот такая красота, вот, сзади уже маленькое деревце сакуры. И после дождя это все в каплях. Это, конечно, обалденно. Сейчас мы соберемся и поедем. Мы нашли, куда еще достопримечательно заехать. Сегодня мы целый день будем ехать опять. Вот и закончим сегодня. Планы закончить сегодняшний день в порту города Кагашимы. В порту. Ну, посмотрим. Посмотрим, как все будет развиваться. Мы не спешим, мы в отпуске. Продолжаем наслаждаться. Выехали мы из нашего убежища сегодня. Потрясающее место, конечно. Ой, так хорошо поспали. Машины нет сзади, знаешь? Нет, на кроватках. И в тепле. Потому что был... In 600 meters, left. Что говорю? Перебиваю. Потому что был кондиционер. Не могу вспомнить, как он называется. Такая не уверена. У меня сегодня проблемы. Я сегодня одинаково плохо говорю на всех языках. Вокруг красоты просто неописуемые. С утра вот в этой низине был сильный туман. Сейчас туман развеивается под солнцем. Мы сейчас в тумане едем, наверное. Хотя нет.
Сейчас мы с гор, мы находимся сейчас в горах. Сейчас с гор мы спустимся вниз. Очень интересная достопримечательность. Особенно для Японии, вообще не в японском стиле сделанный мост. Сами не видели, только картинки. Ну, посмотрим сейчас. Вот это место, как мы You're back вчера... online. You're on the fastest route. You will arrive at 8:23. Ох, что говорит. Хорошо, это ты мост поставил? Sharp left, then turn right. Это вот здесь мы вчера ехали в темноте, не могли поверить, Велосипеды. что нам сюда ехать. Да, у нас велосипеды сверху. Так, мы возвращаемся точно по той Никого дороге. нет. Никого? Нет. Нет. Точно по той дороге, как ехали вчера. А нам куда? Head east. На восток? Ну, раз на восток, где солнце, туда и понятно. Так и поедем. Раз говорит, А мне кажется, нам в обратную, ну ладно. Head north, вот then где-то turn здесь right. поворот. Вот, Turn right. вот мужчинка идет. Вот сюда. Вот сюда. In 200 meters, turn left. Ой. Эти пакеты надо ебать. Народ уже гуляет. О, конечно, посмотри, в такой красоте гулять. Бамбуковые леса. А вот Деревья. впереди, посмотри. Блин, надо было мне в 5 утра идти гулять. Ай, какое. Как красиво. Ёлки-палки. Как- Turn left. Уже... Ну, это меня вселяет оптимизм, если это сакура уже, Танюш. Я не думаю, что это сакура. Я 100% уверен, что это сакура. Я уже посмотрел In на 400 кору, это meters, turn вишня. left. Так что Turn left. на нас все смотрят, каким образом мы оказались в этих местах. Прям Так. лепестки изучил. Так, столбы. Да. Выезжаем на большую дорогу. Ну, дальше будем... А где этот пульт? Turn left, then turn right. Вот, сейчас поворачиваем налево, направо. Ну, это все, как мы вчера ехали. Хорошо. Знаешь, возвращаемся ровно по той дороге, по Ой, сегодня которой... хороший теплый день будет, да? Солнечный. Сегодня будет солнечный день, будет Хотя нам- солнце светить в глаза. Хотя нам все равно. Итак, едем. Едем по достопримечательностям. Сейчас будет очень интересная деревня, которая такая аутентичная, в очень японском стиле. И мы еще вчера думаем, надо при свете, а сейчас свет как раз утренний, мягкий. Сейчас попробуем снять. Едем дальше. Turn right. Из-за поворота показался этот мост. Вот здесь что-то красивое. Посмотри, там здесь есть где-нибудь заехать, поставить машину? Вот Должна стоянка быть и вот есть. стоянка. Ну да. In 100 meters, your Вот, мы уже destination will be on проехали. the right. Может быть, Your destination is on the right. да, это понятно, Да, ты нам понятно. парковку скажи. Ой, какой здесь красивый этот. Так, парковку я ищу. Under the bridge, говорит. Ну, это он так. Крутимся, Нету крутимся. знака парковки.
Ой, тут... Вот она. А, ну все правильно, дедулька сказал. Круто, тут такое это красивое. Вот теперь понятно, почему туристы сюда приезжают. Мы вчера не могли понять, да? Что за фигня? Теперь все стало на свои места. Давай, что там? Какая газама? Фриханда. English speaking, прям ты посмотрел. Аригато газамас. И трое стоят, руками машут, мол, деньги отдали, все. Можете? Глянь, расчертили это. Кстати, классное место. Здесь и ночевать, я думаю, можно было. Все, приехали, идем снимать. Возведенный самураями в 1673 году, чтобы усмирить пожирающую все на своем пути реку, этот 200-метровый мост города торжествует над бушующими потоками. Виртуозное сплетение кипариса, сосны и каштана обеспечивает гибкость и нерушимую прочность этой конструкции. Вот этот знаменитый мост. И замок наверху горы. Вот канатная дорога связывает с низом, то есть можно подняться туда. Но мы, конечно, не будем этого делать. Красота, шуршит вода. Несмотря на ранний час, очень много народу. Уже и на мосту, и стоянки начинают заполняться. Но счастья нет, роменные не работают. Вот Таня. Сейчас, подожди. Таня, какую мы еще песню не пели? Журчит вода, бежит ручей, и ты ничья, и я Еще пока ничей. нет, я еще фугу не ела. Еще Это не ранее. ела? Да, еще рано эту песню тебе петь. Вот такой монументальный мост. Красота. Сейчас Таня денежку принесет, и мы пойдем по нему прогуляемся. Мост оказался платный, поэтому мне пришлось сходить за деньгами. А это карта, что тут есть. Собственно, мост, канатная дорога, фонтанчики какие-то. Здесь еще есть музей белых змей. Они очень редкие. Вот про эти фонарики я говорила, то что ночью они зажигаются. Это очень красиво, наверное. Вон Егор машет. Танцует. Егор стоит, ждет. Фотографирует. Мы его снимаем, а он фотографирует. Шпионка Таня снимает меня сверху. А, красавица и обладательница счастливого билета через мост. Да, он вот такой красивый.
Да. Я пошла. Давай. Загадочно иди. Ну что, я купила билетик и иду по мосту. Тут еще стоят кораблики. Наверное, днем будут плавать по этой реке и под мостом. Уверена, это очень красиво. Вот и я счастливый обладатель билета через мост туда-сюда. Кентай-Кио-Бридж. И народ, такое впечатление, что им в жизни осталось последнее пройти по этому мосту. Такое количество пожилых людей, просто ужас. Это классно еще, что они не сидят дома. Очень интересный парк. Они уже готовы к цветению сакуры. Через пару дней все распустится, и тут будет народное гуляние. Вон фонарики везде развешаны. Я уверен, что здесь будет, да, лодки. Я думаю, что здесь будет столпотворение, конечно. Мы гуляем по парку. Очень красивое местечко. И здесь какие-то стенды нереальные мороженого. Везде. Как можно выбрать из такого количества мороженого? Это для тех, кто любит богатство выбора. Вот это такие виды мороженого, такое количество. Вот. Нескончаемым потоком. Да. Вот поближе. Это вот знаменитые суши у них. Угу. Они не такие, как обычно делают, а делаются вот такими слоями. И если здесь посмотреть, Угу. то вот они. Вот именно такие. А не кусочками, как обычные стандартные. Хочешь купить? Нет, я суши не хочу. Я хочу рамэн.
Прогулявшись немного, надо войти в этот туристический ритм, когда что снимать, как снимать. Да, Заюш? Куда ходить? Куда ходить, на что смотреть. Вон машинка наша стоит. Кувуши ждет нас. Ехать нам сегодня где-то еще часов 7. Ну, ничего, мы не спешим. Паром у нас только завтра утром. В путь, Кувуши. Прогулялись, походили, размяли косточки. Сфотались на фоне ранней сакуры. Открыли сакурный сезон. Да, сакурный сезон официально теперь у нас открыт. Это прекрасно. Да, здесь будет очень красиво в этом месте через пару недель. Да, буквально. Да, я думаю, через пару дней уже она Всё. расцветет, все, и будет уже совершенно. Вот мы скорректировали опять планы. Любим мы это все дело менять. И забронировали, нам понравилось, еще один Airbnb в городе Айра, который находится, не доезжая к Агашимы, порядка там часа. Вот. Но зато неожиданно оказалась проблема в Кагашиме с паркингом. У всех, все, кто предлагает останавливаться, паркинга нет или говорят на общественном паркинге. А там есть сложность, потому что очень часто общественные паркинги ограничивают по высоте, особенно многоэтажные вот эти. И может получиться так, что мы со своими велосипедами, да даже и без велосипедов, помнишь, мы в Такооке не могли въехать, потому что там 2,20, а у нас 2,50 с боксом, машина высокая. А ты думаешь, там такие паркинги? А мы не знаем. Мне кажется, вот эти стандартные, которые вот на 5 машин. Не знаю. Поскольку там не были, то может оказаться и так, то поскольку там очень урбанизировано все, то может быть и... Ну да, все может быть. Вот. Поэтому, как бы, чтобы не рисковать, мы решили, не доезжая. Заодно меньше сегодня ехать будет. Вот на целый час, что опять же приветствуется, потому что уже время-то 10. In 300 meters, merge onto Выехали. the road. Как же зоопарк? А, ну да. Вот. Зоопарк в следующий раз. Да, вот такие дела. Так что едем. Дальше будут зарисовки по пути. Но мы еще остановимся где-то на завтрак, скорее всего. Ну, а так. Едем дальше. Выезжаем на трассу. Сейчас возьмем Right билетик. onto the ramp to Kitakyushu. Говорит, чтобы до Кюши добраться, надо заехать на эстакаду. И взяли. Вперед! Так, смотри, в какую сторону. А что должно быть написано? Направо. О, я не вижу. Вот я еще не вижу. Не вижу. Вот. Ну, на Хиросиму Вот нам щас точно вижу. не надо. Вот. In Ну, 600 блин. meters, Я Потому вижу. что Хиросима в другую сторону. Ну, вот мы выезжаем сейчас на трассу и... 7 часов будем ехать? Нет, не 7, 5,5, чуть 5,5. больше. Но нам надо заправиться, поэтому где-то надо будет искать. А мы да. сейчас будем смотреть, что искать. Их много. Тут же дальнобойщиков много едет. Ну, вот так. Итого, дальше в видео будет прикольная музыка. continue for 85 meters. Встретимся уже на той стороне. Ура, вперед! На той стороне По трассе. света.
На западной окраине острова Хансю находится префектура Ямагути. Это то место, где Япония встречается с морем особенно впечатляюще. Мост Цуносима тянется над лазурным побережьем, ведя к тихому острову с белыми пляжами, приятным морским бризом и бескрайними прибрежными видами. Это один из тех пейзажей, которые кажутся почти нереальными. Они кажутся спокойными, бескрайне просторными и по-настоящему кинематографичными. Но красота Ямагути скрыта не только на поверхности. Под известняковым плато Акиёсидай находится пещера Акиёсида. Эта пещера является одной из крупнейших и самых впечатляющих пещер Японии. Внутри ее огромные залы, древние скальные образования и звенящая тишина. Это величие раскрывает нам тот тайный мир, который формировался на протяжении миллионов лет. От морских мостов до подземных чудес. Префектура Ямагути полна тихих и удивительных для путешественника открытий. Спасибо, Танюш. Так вот ты какая, префектура Ямагути. Едем дальше. Мы подъезжаем уже совсем близко к острову Сикоку. Ой, Сикоку говорю. К острову Кюси. Вот сейчас будет пролив уже. Вот он мост. Ой, красивый мост какой. С этой стороны город Шимоносеки, а с той стороны город Фукуока. Камон Бридж. Ура! Переезжаем. Мы добрались до острова Кюсю. И теперь нам надо переехать через весь остров. На самый юг. Вот. Вот. Мы приехали. И сейчас мы въехали в префектуру Фукуока. У нас есть один очень умный человек, который все знает про Японию, в том числе про префектуру Фукуока. Танюша? Фукуока географически ближе всего к континенту. Корея, Китай и прочим странам. Поэтому исторически это был главный международный хаб. То есть где велась торговля, культурный обмен, имелось влияние Китая и Кореи. Именно здесь формировалась открытая и более космополитичная культура. Ну, в общем, по сути, это самая азиатски связанная префектура Японии. И город Фукуока считается гастрономической столицей Кюсю. В Японии говорят, если любишь поесть, то тебе нужно ехать в Фукуоку. То есть, если бы ты жила в Японии, Таня, ты бы жила в Фукуоке? Возможно. Что здесь, значит? А как же таямовская рыба? Да, самая вот вкусная. что меня удивило, я тоже с этим не согласна, потому что вот, допустим, пишется, что, ну, вот рамен, он везде разный есть. Ну да. И почему именно вот в Фукуоке это такой густой бульон из свиных костей, это, ну, это лучше просто на Кюсю, но это же не значит, что таямовский рамен хуже. А что такое лучше? Ну, я и говорю, вкусовые качества у всех разные. Ну, Или, да. допустим, местный деликатес минтайка. Ну, у нас тоже минтайка продается, она везде в Японии продается. Вот. Так что, ну, в общем, ну, считается, что гастрономическая столица. Ну, ладно, спорить не будем. Будем проезжать ее. Будем проезжать. Я помню, в прошлый раз мы съезжали вот с моста, поскольку у нас, когда мы ездили 3 года назад, у нас задача была, ну, мы поставили себе такую задачу, не ездить по вот платным трассам, а ездить по дорогам обыкновенным. И вот, например, мы сюда ехали 3 дня из Таямы. То есть, если сейчас мы за один день
Ну, можно было бы и за один день доехать. Но мы ехали медленно, посещали разные места. А сейчас мы рванули, как бы наша задача проехать максимальное расстояние за короткое время. Поэтому мы сейчас въехали, и вот не сворачивая никуда, вот здесь порядка 350 километров, если вот через весь остров Кюсю, вот с севера на юг. Ну вот нам еще 320 до того места, куда мы собрались сегодня. Вот такие дела. Так что мы уже на острове Кюсю. Здесь уже лето чувствуется, но это от погоды. 19 градусов, солнечно, цветут уже деревья тут. Если у нас мы ехали, вообще все было серое, то здесь уже все хватается зеленью, очень много деревьев цветет. Ну а мы едем дальше. Остров Кюсю, насквозь. Подъезжаем к городу Фукуока, столице одноименной префектуры. Очень большой город. Я перепутал в прошлый раз, сказал, что Фукуока находится на другой стороне пролива. Нет, там Китай-Кюшю находится. А Фукуока вот здесь. Очень большой, крупный город южный. Японский, промышленный. Помню, ехали мы, наверное, часа полтора через него, да, Заюш, в прошлый раз? Очень большой, да. Ну, а мы двигаемся дальше на юг. Мы ехали, и, наконец, приехали. А куда мы приехали? В префектуру Сага. На самом деле мы едем по границе между префектурами Фукуока и Сага. Но Таня хочет нам рассказать про префектуру Сага. Таня? Да, мы едем по границе, а потом мы снова вернемся в префектуру Фукуока, я так понимаю. Да, про Сагу я хотела сказать, что этот регион, эта префектура знаменита одной из лучших керамик Японии. И именно отсюда началась японская фарфоровая индустрия в 17 веке. Помнишь, мне кажется, мы были вот да, этот Арита Вэр? Да, этот замок там где, да. Там мы были замок посещали, который там похож на немецкий замок, и там все было из керамики. И, кстати, вот сейчас в машине на навигаторе был символ этой префектуры, и там вот эти блюдечка у блюдечка, вот такие вот, как узбекские, такого типа синего, красного цвета. По-моему, мы там купили вот этот красивый мне стаканчик, да, с днем. Да, а мы с тобой Passeline Castle или Passeline Palace был в этот, заезжали специально. Это когда мы 3 года назад. На канале есть видео, да, очень красивое сделано. Все под древний немецкий дворец. И там очень много как раз все обставлено как под в соответствии с обстановкой. Фонтаны, да, такое статуи, неожиданное было место просто. Да. Мы поставим в этом месте ссылку на это видео, чтобы можно было найти его легче. Кстати, да, было красиво. Да, очень красиво. Ну, во всяком случае, необычно. Когда посреди Японии привыкаешь к архитектуре, привыкаешь к стилю японскому, и тут бубух, как будто там в Австрии или в Германии. Такое, да. И музыка соответствующая играла. Да. Получили тогда истинное удовольствие. Хорошо, что не надо это делать опять. Почему? Ну, потому что мы уже там были. Ну и что? То есть не надо... Сейчас мы едем прямо по трассе, а тогда мы заезжали далеко. Нет, ну это сегодня не надо. Да. А мы продолжаем наше путешествие. Едем дальше. Въехали мы в очередную префектуру.
мы не разобрали на навигаторе, мелькнули какие-то, как будто цитрусовые дольки. Нет, это похоже было на корень лотоса, а не цитрус. Ну, не поняли что-то. Или дольки, или цветы лотоса. Что-то, но непонятно. Но в любом случае, это префектура Кумамото. Кумамото, да, называется. Таня. Да, и здесь стоит один из крупнейших замков Японии, Кумамото Касл, который очень сильно пострадал во время землетрясения, которое здесь было в 2016 году. И сейчас его уже восстановили, и он очень красивый. А он чем, просто старый? Просто красивый какой-то. Ну, он самый крупнейший. Вот. Но я знаю также, что здесь есть, я не знаю, как это сказать, но такая достопримечательность, когда идет дорога, деревянные такие помосты, уходящие прямо в море. И люди часто приезжают и фотографируются, то есть когда прилив, закрывается эта дорога, а когда отлив, ты как будто идешь в море далеко-далеко. Красиво. Прикольно. Да, прикольно. Мы там не были. Мы здесь ни то, ни другое не видели. А еще, когда мы были здесь, на острове, и у нас была идея, что если время останется, сходить на клубничную ферму. Вот как раз я находила клубничную ферму возле Кумамото, одну из нескольких. То есть тут много клубничных ферм. Ну, я думаю, нет, они везде по Фукуоке много. Просто я нашла одну из... Но хотела в другую. На самом деле. Ну, понятно. Да. Так, а мы, тем не менее, едем дальше. Подъезжаем к какому-то городу. Сейчас посмотрим, какой. Очень промышленный. Вон на горизонте столько труб, столько заводов каких-то. Так вот, город, который мы только что проехали, это город Минамата. Вот, и у меня сразу кликнуло, потому что есть такая конвенция, которая, кстати, моей организацией управляется. Это конвенция по ртути, по предотвращению негативных результатов отравления ртутью. И этот завод оказался в самом деле связанный с производством ртути. А вообще Минамата прославилась тем, что люди начали заболевать болезнями, связанными с отравлением ртути. И вот этот завод, который находится в Минамате, был обвинен в том, что как раз он и является основной причиной. То есть он загрязнитель и сбрасывал зараженные ртутью отходы в соответствующий залив Минамата. Вот. И он был признан чуть ли не городом стихийного бедствия в Японии. Но после этого они начали очень активно внедрять мероприятия по борьбе и по очистке, связанные с заражением ртути. И уже к 1999 году они смогли добиться того, что город был признан эталоном, то есть уже городом, в котором экологическая обстановка соответствует нормам. И уже несколько раз он был признан одним из лучших городов Японии, самым чистым городом Японии по окружающей среде. Вот такая небольшая история успеха определенного города. Из полной ямы вышли в один из образцовых городов Японии по экологической обстановке. Так держать. Очень хотелось бы, чтобы мы могли такие истории рассказать про какой-нибудь из наших городов. Ну, а мы едем дальше. Нам еще порядка 100 километров до места назначения. Почти пункт назначения. Пейзаж совсем поменялся. Мы въехали в горные районы. Я надеюсь, камера передает бесконечные тоннели, высокие горы крутые.
Ехать приятно, дороги хорошие. Ехать осталось уже недолго на сегодня. Так что едем дальше. Вырвались на просторы. Последние полчаса ехали по бесконечным тоннелям. Это, скорее всего, вот такой вот горный массив мы прорезали насквозь. И вышли с другой стороны. Уф, а тут совершенно все другое. Но вот уже совершенно под другой вид. И ландшафт другой, и горы другие, такие более вулканические. Все-таки прикольная страна Япония. Вот сколько ездил, везде все разное. Вот кажется, много очень одинакового, но все равно очень много различий. И пытливый глаз сразу их замечает. Итак, мы въехали в очередную префектуру, которая покорила сердце Егора своей невиданной красотой, шириной полей и высотой гор. Особенно в такую погоду вообще глаз не оторвать. А называется это префектура Миязаки. А у нас есть японовед, историк, которая изучила всю Японию. Таня, что ты можешь сказать про префектуру Миязаки? Это один из самых теплых и солнечных регионов на острове Кюсю. И сильно отличается от более урбанизированной Фукуоки. Здесь больше природы, океана и спокойствия. Значит, что здесь есть? Вообще, эту префектуру называют японскими Гавайями. Здесь мягкий климат круглый год. Возле побережья пальмы растут. И отличные пляжи для серфинга. Вот. И здесь этот регион играет важную роль в синтоистских легендах. В общем, считается колыбелью японской мифологии. Здесь находится святилище Амана Ивата, место, связанное с мифом о богине солнца какой-то. Ну, в общем, и красивая природа здесь. Здесь есть красивое ущелье Такатиха. Такатиха, мы с тобой были. Такатиха. Вот, одно из самых красивых. Мы были, помнишь, с тобой, Заш? Это там, где утки плескались. У нас видео есть даже. Мы ночевали там. Вот это Такатиха. Да. Вот я увидел, и сразу к сердцу моему легло. Это понятно. Юг, солнце, мягкий климат, пальмы. Ну, все, как я люблю. Все, как у вас в Ростове-на-Дону. Вот да, оно сразу вот... Солнце, пальмы, море. Вот сразу вот Азовское море. Набережная Дона. Дона, Лев-Пердон, вот все напоминает мне здесь. Настолько это все отличает. Пальмы по берегам Дона. Да, ну пока еще нет, но тополя, там везде тополиные рощи были. Ну сейчас не знаю, что, да. Нам осталось меньше 50 километров уже, так что подгребаем мы к самому кончику острова Кюсю. Едем. Не успели мы насладиться красотами префектуры Миязаки, как она вдруг переросла в конечную префектуру нашего путешествия, префектуру Кагашима. Это большая префектура, и тот остров Якушима, на который мы едем, он тоже принадлежит к этой префектуре. А что наш японовед скажет про префектуру Кагашима? Здесь находится один из самых активных вулканов мира, который называется Сакурахима. И извержения происходят почти ежедневно, но я до сих пор не видела этого вулкана. Уже 2 раза проезжали, или 3. Я тебе скажу, и в этот раз не увидишь. Блин. Никак, ни рыбу-фугу поесть, ни на вулкан посмотреть. Прям не складывается жизнь у меня. Ну, в общем, да.
Вулкан — это основная достопримечательность, да, извержения идут ежедневные, и иногда бывает такое, что пепел от него падает как дождь на город. Божечки, как красиво, да? Да. Я знаю, что там есть отель, который прямо смотрит на этот остров. И люди сидят на балкончике, пьют саке, ну или кофе, не знаю, что там. Каждый Коньяк. свое, или вино, или коньячок. И смотрят, и ждут, когда извержение будет. И раз оно случается. А что ты увидишь, просто дым пошел и все, что там хорошего. Ну, круто же! Хотя бы так. Ну, это да, это да. Это очень круто. Кстати, всего через 2 недели после того, как мы тут побывали, произошло очередное сильное извержение этого вулкана. Он выбросил пепел на высоту 3500 метров. Окрестности вулкана оказались обильно посыпаны пеплом, подтверждая опасность такой близости вулкана для жителей. Но просто мы каждый раз для того, чтобы на него заехать или поближе подъехать, совсем надо далеко сворачивать. Ну, хотя по сравнению с тем, как мы сворачиваем, это не совсем далеко. Но как-то не второй раз мы на острове Кюсю, и второй раз не получается заехать, да. Но это о чем говорит? Что будет 3-й раз. Ну, может быть, еще у нас обратный путь будет. Может быть, На обратном пути. на обратном пути мы хотя бы Но увидим, мы не будем привязаны к паромам, тогда да, хотя в бы со принципе. смотровой площадки посмотреть на него. Уж ладно. Ну, может быть, завтра будем ехать до рассвета, ты увидишь его тень. Может быть. Может, Посмотрим. Итак, двигаемся. Двигаемся в направлении города Аира, где у нас на сегодня зарезервирован Airbnb. Нас там ждут, вроде сказали. Посмотрим. Вот как-то не обещал я. На горизонте этот вулкан. Ближе, не знаю, будем ехать или нет, но отсюда его хорошо видно. Как он называется-то? Не помнишь? нет, не помню. Ну вот и Ну, все, я и спрятался. Приехали в город Аира. Конничева. はい、空港でお預かりします。空港料金1400円でございます。400円ですね。はい、はい。 Давай 400 はдай. い、1万1000円いただきます。1万1000円。1万1000円。1万1000円。600円のはい配信になります。ありがとうございます。 Thank you. はい Ну At вот. the light, turn left. Signs for Central Ira. Обалдеть. Да. Ну, вулканы. Вулканы, вулканы. Глянь, как прикольно машины впереди. Посмотри, он вообще почти касается. Здесь такой узкий выезд. Но по японским правилам, 2 машины должны быть. если ты поворачиваешь налево, ты должен быть не больше 30 сантиметров от этой левой белой полосы. Соответственно, если ты направо, то от правой полосы. Но заезжать туда, как смысла нет. In 300 meters, turn left. Какой интересный городок. Прям посмотри. Вот когда бы мы в Скалы, Айру скалы, еще скалы. попали, слышишь, вообще непонятно, да? И в Акуне сначала At сюрприз the light, полный, turn left. а А теперь... это вообще, посмотри, прямо в городе горы какие. In 400 meters, turn right. Вот наш новый дом на сегодня, который мы сняли через
Airbnb. На стоянку мы не поместились, потому что даже если снимем велосипеды, у нас все равно места нет. Но вот в таком миленьком домике мы будем сегодня жить. Причем самое интересное, что хозяева дома живут вместе с нами. Бабушка и дедушка. То есть можно сказать, что мы с бабушкой, с дедушкой. Сегодня мы у бабушки и у дедушки. Ну, очень мило. Внутри снимать, наверное, не очень прилично. Поэтому не знаю. Вот она, наша комната. Егор, сиди уже. Что так тихо? Потому что мы не одни. Мы же у бабушки с дедушки. Здесь мы уже бардак устроили. Да. Ну, в целом уютненько. Телевизор даже есть. 2 кровати. Здесь чай. Чайник.